Как вы думаете, что помогает усталому путнику, к тому же немного под градусом, найти свой дом? Вырвиглазная покраска. Вот что. И в этом вы сейчас убедитесь, потому что мы отправляемся на остров Бурана, одно из, наверное, самых живописных мест Италии. До этого острова несколько минут речным трамвайчиком от Венеции. Еще на подходе вы начинаете мучиться вопросом, уж не Пизанскую ли башню я вижу? Позже я развею ваши сомнения, что не Пиза единой. А вы пока можете поставить лайк и подписаться. Вам не сложно, а мне приятно. В общем, как только вы сойдете с пристани на берег, вы получите хороший такой шоковый удар по глазам. Такого оформления фасадов домов вы не увидите больше нигде. Если вдруг вы знаете нечто подобное, делитесь в комментариях. Здесь всем рассказывают легенду о том, что разноцветная покраска – это спасательный круг для рыбаков, пробирающихся домой сквозь частый тут туман. Мол, свой дом не спутают ни с кем. Но мы вытащили из местных жителей настоящую тайну. Возвращаясь с удачной или не очень рыбалки, моряки частенько зависали в таверне и домой добирались совсем уж навеселе. Некоторые до такой степени, что промахивались мимо дома и заглядывали к чужим соседским женам, а не домой. Поэтому ревнивые итальянские жены и выкрасили свои дома в разные цвета, чтобы мужьям тяжелее было оправдываться. Мало того, самым пьющим ребятам перед походом в кабак жены ставили на лбу метку с цветом своего дома, чтобы соседи или прохожие могли доставить героя по назначению. Так или иначе, но эта уникальная традиция придала Бурано особый шарм и сделала его одним из самых красочных мест в Италии. А еще на Бурано плетут самое тонкое и воздушное в мире кружево. Женщины острова начали обшивать венецианскую знать еще в XVI веке. Зайдя в местный магазинчик, я сразу понял, что сегодня тоже надо быть какой-то знатью, чтобы позволить себе купить хотя бы салфеточку ручной работы. Бурано остров небольшой, хватит пары часов, чтобы и погулять, и нафотографироваться в волю. И тут вы никак не пройдете мимо церкви Святого Мартина с ее падающей 52-метровой колокольней. Ее построили еще в XVI веке, но у церкви есть только боковой вход. Фронтон здания так и остался незавершенным. А колокольня однажды глубокой ночью так бахнула колоколом, что перепугала жителей. Интересно, что это так бумкнуло? Утром все увидели, что она сильно наклонилась. Все потому, что в погоне за улучшением колокольню надстроили на 10 метров выше. И фундамент с одной стороны не выдержал и просел. Уже в 20 веке его серьезно укрепили, и теперь бурановцы имеют свою Пизанскую башню. Кстати, возвращаясь к леденцовым цветам домов. Жители Бурано обязаны постоянно подкрашивать фасады своего жилья, но вот выбрать краску права не имеют. На покраску в определенный цвет они должны получить специальное разрешение у местных властей. Даже цвета оконных створок и цветов, украшающих подоконники, должны сочетаться между собой. Эстетика, знаете ли. В общем, при поездке в Венецию не пожалейте пару часов, чтобы понаблюдать настоящую радугу, созданную руками человека. Красочных вам впечатлений!